Здравствуйте, дорогие друзья! В одном из предыдущих мастер-классов мы с вами плели вот такой вот кулон. На улице холодно, зима, и вот такое вот сочетание цветов, розового, зеленого, оно как будто бы вызывает весеннее радостное настроение. И, надо сказать, не давало мне покоя, пока я вот не подобрала и не сделала вот такое вот украшение. Сочетание вот таких вот розовых и оливковых бусин, оно дает какую-то такую вот нежность, прелесть. А добавление сюда вот такого вот темно-зеленого переливчатого бисера, ну просто ощущение весны, радости. Ну и вот такой вот браслетик я на сегодня подготовила. Вот такой браслет я вам показываю. Это моя рабочая версия. Я задумывала сначала сплести браслет в таком сочетании, немножко попроще, чем тот, который мы сегодня будем с вами разбирать. Такой браслет плетется ровно 10 минут, даже самым неопытным мастером. Если у вас нет никаких навыков, то такой браслет плести очень и очень просто. В планах у меня было его расшить, вот я тут начала, но потом мне пришла в голову вот такая вот идея, и эту идею я уже воплотила в жизнь. Ну, итак, давайте поговорим о материалах. Вот эти вот оливковые бусинки 6 миллиметров. Вот они. Вот эти вот розовые стеклянные бусинки 4 миллиметра. И вот этот вот замечательный темно-зеленый переливчатый бисер. Его номер 59155. Бисер очень красивый. Он такой переливчатый, но надо сказать, что когда я плела браслет, я старалась выбирать только темно-зеленый, чтобы не попадали сюда фиолетовые и синие бисеринки. И по поводу вот этих вот серединочек. Я купила вот такие вот, я не знаю, бусинки-бисериночки. Это не бисер, а такие проставочные бусинки для тех, кто собирает бусы. О размере я вам сказать не могу, но вот смотрите, для сравнения я взяла 15-й бисер. Он немножко мельче. А вот это бисер 12-й, он чуть-чуть крупнее. То есть я предполагаю 13-14 размер. Чем меня привлекли вот эти вот бусинки, я их взяла на пробу. Они есть черные и серебряные, это металл. Металлические такие бусинки. Я их взяла на пробу, и они мне понравились. Дело все в том, что у них достаточно большая дырочка. Ну, что я вам хочу сказать. Если вы возьмете в качестве бисера для серединки, если у вас вдруг не будет там 13-14 размера, то если вы поставите 12, будет нормально. И сегодня мы с вами попробуем сплести один цветочек с тем, что мы поставим обычный 10 размер бисера. Плела я на вот такой вот мононити. Я один раз меняла нить в середине где-то. Если вы будете менять нитку, то старайтесь ее менять вот здесь, вот перед большой бусинкой. То есть вы узелочек завязали, в бусинку ушли, и у вас ничего не видно, и все очень аккуратно. Итак, давайте приступим. Для плетения я оставила те бусинки, которыми сплетен браслет. Бисер, давайте условно назовем его 13 размера. И вместо зеленого бисера я взяла голубой, так будет лучше видно. Первый наш набор будет вот таким. Бусина 6 миллиметров. 2 бисерины 10 размера. Бусина 4 миллиметра. Две бисерины 13 размера. Бусинка 4 миллиметра. И 2 бисерины 10 размера. Вот такой вот у нас первый набор. Смотрите, у нас получается так, что между каждой бусинкой стоит по 2 бисерины. Опускаем вниз
наши бусинки и завязываем узелочек. Почему я начала плетение с большой бусины? Для того, чтобы удобно в нее спрятать наш узелочек. Узелочек завязали, ниточку обрезали и спрятались в бусину 6 миллиметров. Чуть-чуть подтянули. Вот так. Ну и теперь смотрите, друзья мои, наше плетение будет, мы с вами уже цветочки эти очень много раз выплетали. Мы проходим в бусинку 4 миллиметра, и наше плетение будет, мы будем делать цветочек на вот этой вот бусине и одной из бисерин. И в зависимости от того, в какую сторону выходит нитка, у нас она выходит или в сторону центра, или будет выходить от центра. Набор у нас будет один и тот же, только в разном порядке. Смотрите, когда у нас нитка выходит в сторону центра, то набор наш такой. 2 бисериночки 13 размера, бусинка 4 миллиметра, 2 бисерины 10 размера, бусина 6 миллиметров и 1 бисерина 10 размера. То есть, если у нас выходит нитка в сторону центра, у нас такой набор. 2 бисерины 13 размера, бусинка 4 миллиметра, 2 бисерины 10 размера, бусинка 6 миллиметров и 1 бисерина 10 размера. И смотрите, что мы делаем. Мы заходим, вот смотрите, ниточка выходит в сторону центра. Мы заходим в одну из бисерин вот этих двух и в бусинку 4 миллиметра. Вот так иголочкой заходим. Хорошенечко это все подтягиваем. И смотрите, у нас получается вот уже 3 лепестка из 6. А здесь между бусинками получается вот такой вот треугольник. Дальше, так как я сказала, что наша нитка должна выходить все время из вот этой бусины, то мы проходим вот по ходу движения. Заходим в 2 вот эти мелкие бисериночки, заходим в бусинку и в одну из бисерин из вот этих 2. Хорошенечко подтягиваем. И теперь наш набор будет в обратном порядке. Мы набираем 1 бисерину, бусинку 6 миллиметров, 2 бисеринки 10 размера, бусинку 4 миллиметра и 2 бисериночки 13 размера. И заходим так же, как же мы заходили, в бусину 4 миллиметра и вот в эту вот одну из 2 бисерин. То есть вот нитка выходит, а мы вот так заходим. И теперь мы должны пройти опять в ту бусину, из которой мы плетем цветочек. Вот так по ходу. Все, что мы встречаем на своем пути, мы проходим иголкой. Вот, и вышли мы опять из бусинки 4 миллиметра. И смотрите, у нас уже большая часть цветочка есть. Нитка у нас выходит к центру, значит набираем 2 бисериночки 13 размера, бусинка 4 миллиметра, 2 бисерины 10 размера, бусина 6 миллиметров и 1 бисерина 10 размера. Вот такой набор опять. И заходим опять в одну бисерину 10 размера и в бусинку 4 миллиметра. Вот у нас уже 5 лепестков. Осталось сделать 6-й. То есть мы должны с вами пройти вот по этим 2 мелким бисеринам, выйти в бусину 4 миллиметра и одну из бисерин 10 размера. Хорошенечко подтягиваем и делаем последний наш набор
Набираем 1 бисерина 10 размера, 1 бусина 6 миллиметров, 2 бисерины 10 размера, бусина 4 миллиметра и 2 бисеринки 13 размера. Вот такой набор. И точно так же мы заходим, как мы заходили, в бусинку 4 миллиметра и одну из 2 бисериночек. Хорошенечко подтягиваем и смотрим на наш цветочек, чего нам с вами не хватает. У нас не хватает вот здесь 2 бисеринок, а здесь не хватает бусины с бисериной. То есть мы опять идем в розовую бусинку, как мы это делаем. Заходим абсолютно во все, что мы встречаем на своем пути. Выходим из этой бусинки. И набираем того, чего нам не хватает. 2 бисериночки 13 размера. И вот заходим в соседнюю бусинку. Вот так. Заходим в соседнюю бусинку и выходим из бисеринки 10 размера. То есть проходим бусинку и бисеринку, как мы делали до сих пор. Подтягиваем. Вот, с этой стороны изнутри цветочек наш готов. Осталось нам набрать бусинку 6 миллиметров, окаймленную 2 бисериночками. И заходим мы, вот выходит нитка из одной голубой бисеринки, мы заходим вот сюда. Вот наш цветочек готов. Теперь я делала вот что. Оно хоть и мелкое, я не знаю, как вам будет видно, но я по кругу проходила вот эти вот мелкие бусинки. Вот так. Серединка скрепляется, и цветочек становится такой более аккуратный. Вот так сразу по 2 штучки. Ну вот, я прошла полный круг наших бисерин 13 размера. И выхожу, я захожу опять, вот смотрите, вот в розовую бусинку. И вот так у нас иголка сразу выходит из бисерины 10 размера. Ну и тут у нас пока есть выбор, мы можем идти хоть в одну сторону, хоть в другую. Я захожу вот сразу в бусинку. Я захожу, смотрите, вот бисерина, которая по пути встречается, в бусинку. И прохожу сразу в 2 вот так бисерины, которые стоят вертикально. Хорошенечко все подтягиваю. И теперь я набираю по 3 бисеринки каждый раз. Смотрите, ниточка выходит вот так вверх. Я с обратной стороны захожу в эти же 2 бисериночки. И прохожу сразу в бусинку. То есть по пути, вот, видите, ниточка у нас вот выходила. Мы заходим с обратной стороны. Вот наши 3 бисериночки встали. Образовался вот такой, ну, листик, не листик. Я пробовала сюда вставлять 5 бисерин. Получается, ну, можно, в принципе, и 5, но не очень красиво. И также точно делаем и дальше, то есть по всему кругу. Проходим 2 бисеринки вместе. Набираем 3. И проходим в эти же 2 бисерины и дальше в бусинку. Опять проходим в 2 бисеринки, набираем 3. И делаем так, пока не замкнется круг. Вот смотрите, девочки, полный цветочек у нас готов. И тут такой у меня вам совет. Если вы не имеете очень большого опыта,
ну, вам, может быть, будет сложно делать дальше. Поэтому вы сплетите столько элементов, сколько вам нужно, а потом их можно будет, ну, какими-то способами между собой соединять. Хоть так, как соединяла я, хоть как-то по-другому. Я покажу так, как соединяла я. Сложностей, в принципе, больших нету. Но, еще раз говорю, если у вас недостаточно опыта, то вы можете сделать отдельные элементы и потом их соединить. Ну, а я делала вот что. Смотрите, я заходила по ходу так плетения, зашла в бусину и в первую же бисерину. Вот. И вот смотрите, я вышла из бисериночки, которая вот из этой троечки, которую мы с вами набирали, и набрала вот такой набор. Он симметричный, смотрите. Бисеринка 10 размера, бусинка 4 мм, бисеринка 10 размера, бусинка 6 мм, бисеринка, бусинка, бисеринка. И захожу я, вот смотрите, ниточка выходит из вот этой бисериночки, а я захожу вот так вот, как по кругу получается. И прохожу в бусинку и опять в эту же бисеринку. Смотрите, мы с вами вот такой вот, как кольцо будто бы делаем. Вот оно. И вот так вот по ходу движения мы проходим вот в эти вот бисериночки. И заходим в нашу бусинку. И эта бусинка является бусинкой для того, чтобы плести следующий цветок. То есть, как у нас с вами был набор. 2 бисерины, бусинка 4 мм. И давайте попробуем сейчас вставить вместо 2 бисерин 13 размера по одной бисерине обычного 10 размера. Одна бисерина 10 размера, бусинка 4 мм, 2 бисерины. Вот такой вот наш первый набор на следующем цветочке. Потому что бусина оливкового цвета у нас уже есть. Мы в нее заходим. И делаем точно так же, как мы плели этот цветочек. Проходим сразу в бусинку 4 миллиметра. Так, и дальше мы будем плести так, как мы с вами плели. Набираем, у нас раз нитка выходит в центр, значит мы набираем центральную бисерину, бусинку 4 миллиметра, 2 бисерины 10 размера, бусину 6 миллиметров и одну бисерину 10 размера. Вот такой вот набор. И заходим с обратной стороны в бисерину и бусину. И проходим вот так. Так, и дальше продолжаем то, что мы делали. И так как у нас нитка выходит от центра, мы набираем в обратном порядке набор. Бисерина, бусина 6 мм, 2 бисерины 10 размера, бусинка 4 мм и центровая наша бисеринка. Сейчас она у нас одна. И заходим мы вот так. И проходим так, как мы проходили. В бусинку 4 миллиметра в сторону центра получается. И набираем теперь набор в обратном порядке, начиная от центральной бисериночки. И заходим вот так в сторону центра. И последний наш набор в этом цветочке вот такой.
Вот мы сделали полный цветок. Теперь мы заходим опять в крайнюю же нашу бусинку. Доставляем недостающую серединочку. И делаем последний набор. Бусина 6 мм в обрамлении бисериночек. И заходим в центр. И теперь смотрим, что у нас получилось. Так как мы с вами вставляли, здесь у меня все размеры были просчитаны, а тут и мы попробовали с вами сделать с бисером 10 размера. Давайте попробуем собрать его в колечко. Что у нас с вами получится. И смотрите, получилось, в общем-то, совсем неплохо. Так что, если у вас не будет мелкого бисера, вполне можно его заменить на бисер 10 размера. И смотрите, если вы будете плести браслет вот так цельно, не из отдельных элементов, то вам лучше всего нужно закончить проход вот этого вот круга вот здесь. Сейчас я вам покажу. Чтобы выйти ниточкой вот из этой бусинки, и в эту сторону мы пойдем обшивать сейчас вот этими вот лепестками. Смотрите, мы выходим вот так. И дальше мы проходим так, как мы с вами обшивали лепестки. Проходим 2 бисерины, взяли и набрали еще 3. Зашли в них же и пошли дальше по кругу. Ну и вот смотрите, тут единственный у нас такой неприятный момент. Если просто вот здесь набрать 3 бисерины, то они будут топорщиться. Поэтому смотрите, как я делала. Я заходила вот сюда. Набирала 3 бисеринки. Заходила опять вот в эти 2. И для того, чтобы вот этот треугольничек наш не топорщился, от розовой бусинки вот сюда в зеленую захожу. Вот так. И тогда наши вот эти 3 бусинки, они стоят и никуда не загинаются. Если этого не сделать, не зайти вот в эту бисерину, то они вот некрасиво выходят. А здесь, смотрите, когда я выхожу из зеленой бусины, прежде чем пройти вот в эти 2 бисерины, которые по схеме, я захожу вот эту вот бисериночку, которая идет к розовой бусинке, вот так. То есть здесь мы зашли от розовой бусинки в зеленую, а здесь мы от зеленой вышли к розовой. И теперь заходим вот в эти 2 бисериночки. А дальше по плану набираем 3 бисериночки и проходим до конца нашего круга. И вот смотрите, когда вы провязали вот это колечко, я вам рекомендовала выйти вот из этой бусинки. То есть это о чем говорит? Что наше оплетение вот этими 3 бисеринками у нас закончится вот здесь. Как раз отсюда мы и начнем вязать следующий элемент. То есть мы делаем последний наш набор 3 бусин.
выходим по ходу движения, заходим вот так в первую бисериночку и продолжаем, плетем следующий элемент. Ну, в принципе, вот и все, друзья мои. Попробовали мы с вами сделать элемент так, как плела его я. Попробовали плести с бисером номер 10. В принципе, я смотрю, что получается и даже не хуже. Просто нужно будет подобрать, может быть, более красивый бисер. На этом, друзья мои, я желаю всем рукодельте с удовольствием. Пусть у вас все всегда получается. Всего вам доброго. До свидания.